Бритни сидела в больнице на дежурстве. Была ее очередь работать в ночную смену, как вдруг сработала сигнализация. Она выглянула в окно и поняла, что времени терять нельзя. История, которую вы сейчас увидите, произошла в Чили всего несколько месяцев назад. Это, несомненно, печальная история, которая может произойти с любым человеком. В 2004 году Бритни была подростком, учившимся в последнем классе средней школы. В то время она влюбилась в парня, но, к сожалению, бросила его и уехала с семьей за границу. Через 2 месяца после окончания отношений, в середине учебного года, она заподозрила, что беременна. Она очень переживала. Она оказалась в такой ситуации, о которой никогда не думала. Она даже не знала, как сказать об этом родителям, ведь они были очень строгими. Признаваться в этом было не самой лучшей идеей, но скрывать подобное было нельзя. Рано или поздно они все равно узнают. Она бесцельно шла по улице города и плакала. Но вдруг она почувствовала в себе силы и сказала себе: «Я должна справиться с этим, и у меня будет этот малыш». Наконец она вернулась домой. «Бритни, что случилось?» — спросила мать, увидев заплаканную дочь. «Мама, я беременна!» — слезно ответила девушка. Бритни помнила, как мать подошла к ней и дала пощечину. В этот момент послышался звук открывающейся двери. Это был ее отец. «Что здесь происходит?» — строго спросил глава семейства. И мать все рассказала. «Дочь, это правда?» — повторил отец. «Папа, я не думала, что это случится», — в слезах прошептала девочка. В тот день родители рассердились и сказали дочери, что лучше всего сделать аборт. «Завтра ты пойдешь со мной. Ты позор для семьи», — эти слова услышала 16-летняя девушка. На следующий день мать разбудила Бритни. Было раннее утро, и они сели в автобус. После 2-часовой поездки они приехали в маленький городок под названием Лос-Лагос. «Мама, что мы здесь делаем?» — спросила Бритни. «Ты знаешь, что еще слишком маленькая, чтобы заботиться о ребенке. Сейчас мы покончим с этим навсегда», — строго ответила мать. Они вошли в дом. Там был мужчина, который, судя по всему, был врачом. Он сказал девочке: «Не бойся, я только осмотрю». После осмотра доктор сказал матери, что делать аборт очень опасно. Она еще совсем молодая девушка. Вполне вероятно, что после аборта она может стать бесплодной и больше никогда не сможет иметь детей. Рекомендуется сохранить ребенка, родить его и отдать на усыновление. «Нет, доктор, мы не хотим, чтобы люди узнали об этом. Сделайте аборт». «Она тоже этого хочет», — прокричала мама Бритни. Доктор повернулся к девочке и спросил. Бритни просто опустила глаза. Было очевидно, что ее заставляют. Тогда доктор сказал: «Я не буду этого делать. Может быть, если бы она была немного старше, но она всего лишь подросток. Я не хочу нести этот груз на своей совести». Когда они приехали домой, родители поговорили с дочерью и сказали: «Ты родишь этого ребенка, но после того, как он родится, тебе придется отдать его на усыновление». Наконец прошло время. Бритни лежала в больнице и рожала. К счастью, все прошло хорошо. «Прекрасный ребенок», — сказала медсестра. Бритни попросила показать ей сына. Девочка увидела его, но лишь на мгновение. Вскоре появилась ее мать и заставила подписать бумагу о том, что она отказывается от ребенка. Мать сказала, что если она этого не сделает, то больше не войдет в их дом. Бритни не желала этого делать, но и не хотела, чтобы ее сын страдал из-за нее. Она думала, что так будет лучше для них обоих. Бритни подписала документ и больше никогда его не видела. Единственное, что она помнила, это родинка на его коже, которая есть и у нее. После этого Бритни впала в глубокую депрессию, и как бы она ни старалась что-то сделать, чтобы воссоединиться с сыном, у нее ничего не получалось. Она даже не знала, куда его увезли, и у нее не было никакой информации. Бритни помнит, как отец сказал ей: «С этого момента все изменится.
Если ты повторишь свою ошибку, то уйдешь из дома, и мы не будем оплачивать твою учебу. Ты должна повзрослеть и начать все с нуля. С твоим сыном все будет хорошо. Ты должна жить дальше. Ты должна быть благодарна за то, что не будешь стирать пеленки и отдавать свою единственную жизнь этому ублюдку. Так и шло время. Бритни научилась жить дальше. Она поступила в медицинский колледж и закончила его с отличием. Конечно, бывали моменты, когда она вспоминала о сыне. Она спрашивала себя, чем он сейчас занимается, кем он стал. Иногда она подумывала о том, чтобы поискать его, но боялась того, что может случиться. Закончив учебу и устроившись на работу в столичную больницу, она вышла замуж и родила дочь. Она никогда не рассказывала мужу о своем прошлом. Она не хотела, чтобы он знал обо всем, через что ей пришлось пройти. Поэтому у нее все было хорошо. Они были счастливой семьей, по крайней мере, так казалось. Однако однажды, спустя несколько лет, случилось нечто очень неожиданное. Это была зима 2023 года. Бритни, как обычно, приехала в больницу на работу. Было 2 часа ночи, как вдруг она услышала телефонный звонок. Поступил экстренный пациент. Ей нужно было прийти в хирургический кабинет. В этот момент Бритни выглянула в окно и почувствовала что-то очень странное. Она увидела, как санитары выносят кого-то раненого. Впервые она почувствовала очень сильный страх. И она бросилась в операционную, где ей сказали: «Беднягу сбили, мы должны действовать немедленно». В этот момент Бритни подошла к молодому человеку, и в тот же миг, когда странное чувство усилилось, ей показалось, что время остановилось. Она заметила на коже пострадавшего родинку, которая показалась ей знакомой. У нее тоже была такая родинка. К счастью, юноша выдержал операцию, но все равно находился под наблюдением. Бритни оставалась с ним еще некоторое время, но потом ее позвали к другому пациенту. Позже Бритни спросила имя молодого человека. Ей хотелось узнать о нем побольше, и, как ни странно, у мальчика была такая же фамилия. Тогда она открыла базу больницы и обнаружила в файле, что молодой человек уже посещал это учреждение, и что он из детского дома. Все это очень удивило женщину, которая, несомненно, не могла в это поверить. Было ясно, что это ее сын, как будто судьба поставила его передо ней. «Если жизнь дала мне еще один шанс, я им воспользуюсь и сделаю все возможное, чтобы исправить ситуацию», — подумала Бритни. До конца ее смены оставалось совсем немного времени. Она хотела снова увидеть сына и быть рядом с ним. Когда она вернулась к палате, оттуда вышла медсестра и сказала, что пациент только что скончался. Бритни не могла в это поверить. Она открыла дверь и вошла внутрь. Рядом стояли коллеги с какими-то реанимационными приборами, а она просто смотрела на безжизненного сына. К ней подошел врач и сказал: «Бедный парень, он не сопротивлялся. Он был из детского дома. У него не было ни родителей, ни братьев и сестер. Кто будет плакать о нем?» В этот момент Бритни пошатнулась и чуть не потеряла сознание. Она осталась наедине с этим юношей и плакала как никогда, потому что этот мальчик был ее сыном. Потом Бритни узнала, что парень, сбивший ее сына, сбежал. Оказалось, что он праздновал свой выпускной в колледже, слишком много выпил и, видимо, не заметил пешехода. Ее сын Гарри до 18 лет жил в детском доме. Потом приехал в столицу учиться. Он был хорошим мальчиком, у него были хорошие оценки и целая жизнь впереди. Но жизнь оборвалась. Возможно, если бы Бритни не отдала его на усыновление, он был бы счастливее и не прошел бы через это. Гарри умер в возрасте 18 лет. После этого случая я больше никогда не говорил о своих родителях. Более того, Бритни всегда чувствовала обиду на своих родителей. Они отняли часть ее жизни. Бритни также чувствовала и свою вину. Она должна была быть сильнее. Кто знает, сколько раз она была нужна сыну. Кто знает, сколько раз он плакал и недоумевал, почему мать его бросила.
Может быть, он искал ее. У них были одинаковые фамилии. Было легко найти друг друга, но Бритни не нашла. И теперь нет пути назад. Нет машины времени, в которую можно было бы забраться, чтобы вернуться в прошлое и сказать ему, как сильно она его любит. Даже несмотря на то, что у меня есть дочь и муж, все не так, как прежде, и я чувствую себя виноватой, рассказала Бритни. Безусловно, иногда жизнь преподносит нам сюрпризы в самый неожиданный момент. В наше время многие родители наказывают своих детей, когда те совершают ошибки, и это неправильно. За ошибку нельзя наказывать, потому что мы люди и часто увлекаемся моментом, каким бы он ни был. Родителям следовало с самого начала поддержать ее, потому что они не только оттолкнули от себя внука, но и дочь. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте родителей Бритни? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.